Для многих людей жить в Калифорнии – это мечта. В этом видео мы поговорим с вами о самом богатом и самом населенном штате Америки. Друзья, каких-то 30 часов из Москвы, из Шереметьево я вылетал. И я уже бегаю не по московским вот этим вот кашице московской. То ли снег, то ли дождь, не пойми что. А я уже бегаю вдоль пляжа Санта-Барбары. Встал сегодня в 6 утра. 30 часов летел. Ну, как сказать, летел с пересадками. От двери до двери получилось 30 часов. Я летел не прямым рейсом, можно прямым, но стоило это в 2 раза дороже. Прямой рейс, ну, туда-обратно, получается, Москва-ЛА, Москва стоил 60, а я улетел за 30, но с пересадкой через Лондон. Стыковка была 3 часа. Нормально вышел, покушал, походил, чуть размялся. И вот традиционно пробежечка. Потому что, конечно, летаешь, ешь все подряд, когда летишь в дороге. Плюс такой организм накапливает воду, все накапливает в стрессе, когда вы летите, когда недосып. Вот, поэтому обязательно нужно себя пересилить, встать, пробежаться и бомба. Основная часть Калифорнии живет спортом и всем, что с ним связано. И не просто так, ведь почти 330 дней в году здесь светит солнце. Санта-Барбара, она находится в 2 часах езды. 2-2,5 в зависимости от трафика. Вчера трафик был, я вечером ехал. 2-2,5 часа от Лос-Анджелеса находится Санта-Барбара, поэтому рекомендую приехать сюда, кто планирует приезд в Калифорнию. Потому что у меня Санта-Барбара ассоциируется с европейской Ниццей. Вот тоже так холмики здесь, понимаете, вдоль моря, только в Ницце камешки, да, а здесь получается песок, песчаный пляж. Да, кстати, раз уж упомянул Ниццу, то рекомендую посмотреть также видео мое Евротрип, путешествие на автомобиле, где мы пол Европы исколесили, включая Ниццу. Калифорния первый по ВВП штат среди прочих, и активное промышленное развитие здесь началось еще во времена Второй мировой войны. Не буду пугать своего маленького друга. Встречал уже таких товарищей в Майами. Вот здесь недалеко в Санта-Барбаре тоже, пожалуйста. Он прилетел покормиться, наверное. Смотрите, вот пирсы, да, к примеру, и сразу же на пирсах оборудованы специальные столы разделочные с водичкой. Тут можно почистить рыбу. Тут же на пирсах рестораны. Мне нравится то, что вот эти вот пирсы у них как парк. Почему я вообще в Санта-Барбару поехал? Я прилетел в Лос-Анджелес, сел на машину и погнал в Санта-Барбару. 2,5 часа у меня заняло все это дело из аэропорта. А почему? Потому что у меня цель доехать до Сан-Франциско и до университета Стэнфорд. Вот, Стэнфорд и Беркли. Один из лучших университетов мира и Америки. А где я остаюсь в Санта-Барбаре? Смотрите, у меня отельчик называется Cabrillo Inn at the Beach. Прямо вот на побережье. Первая линия, как говорится. Отельчик мой, ну такого мотельного плана. 3 звезды. Он недорогой, $120. То есть для побережья это небольшая цена, потому что тут же дальше идет отель. Следующий, он уже будет где-то раза 1,5-2 дороже. Такой вот тему у меня получилось на завтраке собрать. Бананы, фрукты. Вот это самое классное. Ягода, в смысле, да? Бананы, ягоды. И
пока никто не видит, гора кекса. Еще вот эта вот тема толстых американцев, да? Ребята, смотрите, вот факты, ничего кроме фактов. В 7 утра я вышел бегать, и в 7 утра уже было огромное количество бегунов, велосипедистов, гуляющих пенсионеров. На пляже занимались люди там какой-то йогой, тренировками какими-то, понимаете? И я когда бежал, меня просто ребята некоторые обгоняли вот так, как стоячего. О чем это говорит? Что люди здесь тренируются постоянно. Многие здесь тренируются постоянно. И реально спортивных людей здесь очень много. Поэтому, существует ли вот это вот понятие там толстых, жирных американцев? Да, это есть. Но это как бы есть, как и везде. Понимаете? Но если мы говорим о спортивных людях, мне кажется, спортивных людей здесь не меньше, чем у нас, это точно. Инфраструктура. В городе, даже в небольшом городке оборудовано все для тренировок. Да, пляжи оборудованы всякими волейбольными площадками, люди приходят тренироваться, уличные тренажеры, да, вдоль береговых линий у вас везде вот эти вот pathway, да, типа вот эти вот дорожки для бегов, велосипедов. Что мешает, да, тренироваться? Плюс круглый год тепло. Кстати, температура – это отдельный момент, да. Я сейчас сижу в майке, но тем не менее, утром было 8 градусов. То есть январь прохладный здесь. Здесь, вот я смотрел на ближайшую неделю, середина января, на ближайшую неделю температура не будет подниматься выше 20 градусов, да. И колебания где-то вот от 10 до 20 градусов. Море, соответственно, холодное. И вообще вот это западное побережье, море холоднее, чем побережье восточное. То есть имейте в виду, если вы планируете отдых. Здесь есть зоопарк, здесь есть аэропорт, и можно, кстати, с пересадкой через Лос-Анджелес сразу же сюда прилететь, да. Лететь тут вообще, мне кажется, минут 15-20 на самолете. Да, и здесь есть определенные места для наблюдения за дельфинами. Вот это, кстати, пирс, их старинный там дальше, главный, Штерн, или Стерн правильно произносится. И от него идет вот эта вот улица, это типа шоппинг-улица. Там много туристов. Вот обратите внимание, мы сейчас едем, вот справа полосочка такая, это велодорожка специальная. Сейчас, друзья, мы с вами приехали на пляж, который называется Arroyo Beach. Я тут сам не был, но мне его посоветовал чувак в отельчике в моем, в мотельчике. И он мне сказал, что Arroyo, вот этот пляж, считается лучшим пляжем в Санта-Барбаре и вообще здесь в местности. И сказал, что со всего штата сюда приезжают. Давайте посмотрим, покажу вам. Приехав в Калифорнию, вы определенно почувствуете, какая она солнечная, теплая и немного фантастическая. Вот, пожалуйста, ценник в Санта-Барбаре на парковку. Получается $2 в час или 12 в день. Вот так к пляжу подъехал. Также стоят платежные терминалы с инструкцией. И можно оплатить карточкой. Ребята, и запомнили, если вы оплатили здесь парковку, то вот вам выдается, к примеру, насколько вы оплатили вот этот листик. Его нужно поместить к себе на приборную панель, чтобы, если проверяли, то видели, когда и насколько у вас паркинг. Такие дела.
мы с вами покинули прекрасную Санта-Барбару. Едем мы с вами в Сан-Франциско. Так. Ехать из Санта-Барбары 4,5 часа. Калифорния самый богатый штат. Плюс Калифорния, ну, определенно, вот даже уже просто вот день я здесь катаюсь. Очень красивый штат. Очень. Классные пляжи. Местность тоже бомба. Вот едешь, просто живописные эти холмы. Дороги. Не могу придраться к дорогам. Абсолютно нормальные дороги. И, кстати, я вот сейчас ехал, увидел надпись: за мусорничество штраф, знаете какой? $1000. То есть, если вас спалили, американцы спалят стопудово, если вы вдруг будете что-то выкидывать или пакостничать, быстро вас сфотографируют, отправят в полицейский участок, и вам придет штраф. Значит, что касается ограничения скоростей. Ну, вот сейчас только что проезжаю знак 45 миль, ну, под 70, да, ну, где-то 70 километров. Ну, это на трассах от 45 до 65. В городе обычно 35 миль. Компания, через которую я арендовал машину, называется Аламо. На мой взгляд, недорого. Очень. У меня получается где-то 2500 в день. Права международные я не сделал. Вот, я взял просто свои обычные права. Со своими обычными правами приехал, и никаких проблем. Вот вы сами видите, я еду на автомобиле. Я еду здесь по GPS-ке, да? А как у меня работает интернет? Вы можете меня спросить. Естественно, роуминг. Я пока пользуюсь роумингом, там обходится это 599 рублей в день. Мне вот недешево, да, но и если покупать симку здесь, это тоже здесь недешево, да, то есть безлимит здесь на месяц что-то 70-80 баксов. Почему важно вообще путешествовать? Что дает путешествие? Путешествие прежде всего на автомобиле или на там поезде или еще что-то, оно дает тебе физическое как бы понимание самой локации, местности, да, то есть когда ты это все дело объезжаешь, ты можешь понять, да, насколько регион богатый, да, ты можешь посмотреть и увидеть своими глазами, что хорошо, что плохо, ты можешь понять размеры, да, всего этого дела, ты можешь понять природу, географию. Вот из таких путешествий потом складывается общее понимание, где лучше, да, где как бы ближе тебе по духу. По дороге, ребята, тормознулся в месте отдыха. У них на трассе, вот эти, в этих закутках для отдыха сделаны даже отдельно зоны для выгула собак. Нормально, спокойно заправиться у меня не получилось, да, то есть там заправки, селф-заправки, да, то есть сам заправляешься. И вставляешь пистолет в бак, и где вот эта вот заправочная станция, там как бы можно рассчитаться карточкой. Но у меня, получается, у них интернациональная карта для них, да, что с международной только внутрь к нему можно зайти, что у них какая система. Я говорю, на сколько там долларов меня заправить, и там 10, 20, 30 долларов. И как бы на эту сумму мне вливается в бак бенз. Так, и что касается ценника вообще, то есть я сейчас заправлялся по 4 бакса за галлон, а в галлон входит 4 литра, да, то есть где-то 65 рублей за литр. Вот так, вот такая цена. Ребята, пока вы спали, я уже из Сан-Франциско приехал в город, который называется Карсон-Сити. Здесь находится, вот буквально в 30 минутах на машине от меня, находится
озеро, которое называется Тахо. Озеро Тахо – это второе по глубине озеро в Америке. Я видите, как одет? Сегодня утром было минус 7 градусов. Вы представляете? Позавчера я плескался в Санта-Барбаре. Ну, шутка, не плескался, но был на пляже, да, в шортиках, вот, где было под 20 градусов, ну, 16 градусов. Тепло, солнце. А здесь минус 7. Приехал практически к озеру. Сейчас мне нужно пройти, потому что там перекрыта дальше дорога. Здесь машины бросаем, и через лес я уже пойду к озеру. Я думаю, вам не надо рассказывать, что здесь куча разных зимних курортов, где можно покататься на лыжах, на сноуборде. И мне ребята из Калифорнии, кто живут в Калифорнии, рассказывают, что они катаются. Несмотря на то, что в Калифорнии нет снега, да? Как сказать, нет снега? Смотря куда смотреть. Какая же нереальная красота. Просто вот невозможно передать. Конечно, круто, когда у тебя есть песок, океан, пальмы, да, но также круто, когда у тебя есть вот это вот все, да. И здесь очень аккуратно, да. Здесь, ну, как бы ухожено все. Дороги в горах расчищены. И я видел, как ездят специальные машины со щетками, которые все это дело чистят. У них, вот, то есть техника работает очень, очень хорошо. I was lost in the woods, under dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. Вот, значит, если вы вдруг соберетесь сюда, Тахо, конечно, озеро размеров, вот мне в Швейцарии напоминает Женевское озеро. Еще раз, Тахо озеро, да, оно, получается, на какую-то часть принадлежит, ну, не принадлежит, да, а выходит в Калифорнию, на какую-то часть в Неваду. First into love with another complete stranger. Thank you to fairy. А сейчас у меня дорога в сторону, знаете чего? Долины смерти, Death Valley. Что можно сказать вообще о жизни и вот о быте, который здесь есть у людей? В принципе, аккуратно, да, то есть много где, значит, здесь вот эти вот деревеньки местные, да, они достаточно аккуратные, то есть аккуратные домики, фермы тут у них, очень много пикапов, очень много, и больших машин тоже очень много, а у них абсолютно нормально, что всякие там дедули с бабулями будут гонять на пикапе. Пока еду, уже встречал знаки. Значит, корова, ну понятно, да, осторожно, корова может перейти. Олень скачущий, медведь, мужик на коне, не знаю, рейнджер какой-то, наверное.
Здесь находится парк Йосемити. Здесь находится, значит, парк с самыми большими деревьями. Национальный парк Секвой. Здесь есть такое легкое ощущение, что находишься где-то на Диком Западе. Есть такие ранчо, где лошадки пасутся, есть где-то там барашки. Убогое захолустье, то есть в округе ничего нет. Горы и, пустыня практически. А Макдональдс, при всем при этом, здесь есть. Друзья, добро пожаловать в Парум. Это город с населением в 30 тысяч, который находится рядом с Долиной Смерти. В часе, в 1,5 часах езды от Лас-Вегаса. Я с утра пробежался немножко по этому городку. Даже поселение, наверное, лучше назвать. И я так и не понял, чем тут живут люди. Но при всем при этом, вот напротив, к примеру, есть автомагазин «Шевроле», к примеру. Вот вы у меня в гостях. 2 двойных кровати. Телек, все как надо. Холодильник здесь. Ну что, ребята, на Лас-Вегас. Местность здесь перед Лас-Вегасом, мне уже осталось 40 минут, напоминает чем-то мне вот марсианский ландшафт из фильма. Такие везде горы, холмы, что-то типа песчано-терракотового цвета. Подъезжаю к Лас-Вегасу. Прикольное такое ощущение. Друзья, добро пожаловать в Вегас. Я заехал, вот это, я так понимаю, пригород. Ничего особенного. Обычные какие-то гаражи, парковки, ремонты, стройки. А там у нас уже виднеются какие-то казино, башни, высотки. Давайте прокатимся по городу. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Ну вот первое впечатление о Вегасе. Значит, ну что тут все пропитано вот этим вот духом казино и горных всех этих тем. И не только как бы большие гигантские казино, да, но также и всякие маленькие, вот типа как ларьки, которые переделаны тоже в казино. Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? И Вегас такой же достаточно грязный город. Везде куча окурков, всякого мусора, банок. Вы знаете, Лас-Вегас и Лос-Анджелес как раз таки те города, которые олицетворяют в себе ту самую американскую мечту. Вы знаете, сколько был самый большой призовой выигрыш в Лас-Вегасе? Почти 12 миллионов долларов. В Лас-Вегас вы приезжаете, играете в казино, выигрываете какие-то неимоверные деньги и потом безбедно живете всю оставшуюся жизнь. Не это ли все мы хотим, а?
Друзья, любая мечта должна подкрепляться конкретным планом и действиями, да, чтобы ее достичь. А то можно остаться у разбитого корыта, даже и в Лас-Вегасе. У меня в этом выпуске пока все. Я отправляюсь в Лос-Анджелес. Про Лос-Анджелес сделаем отдельное видео, поэтому подписывайтесь, жмите колокольчик и все, что нужно нажать, нажимайте. Будет отдельный выпуск про Лос-Анджелес. Смотрите. Ах, ну да, и, конечно же, все возможные линки полезные, включая свой Инстаграм, я ставлю в описании к данному видео, поэтому подписывайтесь, следите за моими постами и историями в Инстаграме. Там я делаю что-то ежедневно. Пока.